Что касается Украины, то вы вмешиваетесь, вы прекращаете финансирование прямо посреди войны. Так вот, я говорил вчера, как вы знаете. Президент Зеленский позвонил мне, и мы хорошо поговорили. И я сказал, что мы должны закончить эту войну. Это военная машина. Вы сталкиваетесь с военной машиной. Вот что они делают. Они ведут войны. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну. И весеннее наступление так и не состоялось. И они обезвредили миллионы мин, и у них были 1000 армейских танков, то есть русские. И я сказал, что мы должны закончить эту войну, убито много русских. Но и убито много украинцев. Это полный беспорядок. Этого никогда не должно было случиться. Байден никогда не должен был этого допустить. Это было легко остановить. Это было нулевой вероятностью. И это не произошло за 4 года моей работы. То, что случилось у меня, бы не случилось. И президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда. Две причины. Во-первых, цены на нефть были низкими. Я держал их низкими. Я держал бензин на низком уровне. Я держал нефть на низком уровне. И у него не было бы денег, чтобы продолжать. Как только эти ребята пришли, нефть подорожала почти до $100 за баррель, что вдвое больше, чем должно быть. И вдруг у него появились огромные деньги, которых у него не было. У России появились, поэтому они и развязали войну. И, по моему мнению, все, что сказал Байден, было противоположностью тому, что он должен был сказать. Я наблюдал за этим. Я сказал, что он говорит неправильные вещи. Он говорит абсолютно противоположное тому, что он должен был сказать. Я думаю, одна из причин, по которой Путин вошел, заключается в том, что, когда он увидел Афганистан, как мы вышли. Не то, что мы вышли. Я собирался выйти. Я бы вышел раньше. Но мы бы вышли с достоинством и силой. Когда люди увидели это, как Путин, как председатель Китая Си, сильный парень, сильный мужчина. Когда они увидели это, Джесси, они сказали, что пришло наше время. И вот почему он пошел, по моему мнению. Вот почему он пошел на Украину. Я имею в виду, что он отправился на Украину, когда увидел, насколько плохи наши дела с Афганистаном. Он сказал, что эти люди некомпетентны. Они некомпетентны, а мы некомпетентны. У нас некомпетентные лидеры, это верно, но у нас есть и великие, потому что я победил ИГИЛ за очень короткое количество недель, и они боролись с ними годами. У нас великие военные, и они него. Они него. Нет, потому что у меня там есть генералы, которые великолепны. Не те, что по телевизору, которых вы видите, слышите. Мелисы и Мадиси. У нас есть великие генералы, которые не являются ВОК людьми. И у нас есть великие военные. И они не будут ВОК. Смотрите, мы победим. Мы должны победить. Сможем ли мы закончить войну на Украине за 3 недели? Ну, как сказал президент, лучший способ остановить войну – это предотвратить войну. И одна из действительно интересных вещей. Знаете, я всегда говорю о том, как мир на самом деле уважал президента Трампа, и все эти сумасшедшие из СМИ говорят: нет, 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 это не так, это неправда. Я сижу на секретных брифингах в Сенате Соединенных Штатов, не раскрывая государственные секреты. Люди были в ужасе от того, что если они выступят с линией президента, Трамп действительно нанесет ответный удар и ударит жестко. Вот как вы устанавливаете сдерживание. Хорошо, теперь у нас уже война. Вы должны быть готовы заниматься дипломатией и делать то, что нужно делать. Я думаю, президент Трамп сделает это лучше, чем кто-либо другой. Так что это действительно просто требует лидерства. И люди, я думаю, многие американцы, которые, возможно, не определились, говорят: ну, как мы можем перейти от 4 лет президента Трампа, когда у нас было относительное спокойствие и стабильность во всем мире. А теперь это похоже на то, что на каждом континенте новый конфликт. И ответ таков: вы перешли от парня, который знал, что он делает Джо Байдену. И будь то Джо Байден или кто-то другой, это будет та же политика, тот же персонал, те же дипломаты. Нам нужно полностью изменить курс и направление. Это требует от нас избрать президента Трампа. Американские заложники все еще в Газе. Это должен быть скандал. Это должен быть самый большой скандал в стране. У нас американцы, а не израильтяне. Конечно, мы не получим. Израильтян американских граждан, удерживаемых террористами. Президента это, похоже, не волнует. Заложники в России, как Иван. Мы вернем их всех. Как? Я позвоню. Мы вернем их быстро. Каковы ваши планы относительно ИИ? Ну, мы будем действовать для ИИ. Но вы знаете, что ИИ требует невероятного количества электроэнергии. Конечно. Вы это знаете. Знаете ли вы, нам нужно в 2 раза больше электроэнергии, чем сейчас есть в нашей стране для ИИ. Но экологи не разрешают вам ее производить. Им нужен ветер. Как сегодня дует ветер. Все это самая дорогая мистификация в мире. Ветер. Он убивает наших птиц. Если вы хотите увидеть кладбище птиц, когда-нибудь сходите под ветряную мельницу.
Вы увидите там птиц. Знаете ли вы, если вы подстрелите белоголового орлана или любого орла, они посадят вас в тюрьму на 2 года. Идите под ветряную мельницу, посмотрите, сколько там орлов. И никто не попадет в тюрьму. Они говорят, что экологи их любят. Я не знаю, что в этом хорошего. Это все портит. И это самая дорогая форма энергии. И потом, кстати, каждые 9 лет их приходится заменять. Они разваливаются у побережья, из-за них закрываются все пляжи. Прямо сейчас Это механические машины. Знаете, люди думают, мы их построили, но вам придется их заменить. Особенно те, что в океане. Соленая вода просто абсолютно разъедает сталь. Как будто это ничего. В любом случае, у нас много дел. И мы можем их сделать. Мы сделаем это быстро. И мы делаем это со здравым смыслом. Вы знаете, я называю это партия здравого смысла. Потому что 90% вещей, о которых мы говорили на протяжении многих лет, здравый смысл. Например, мы не хотим везде электромобили. Вы хотите электромобиль. Это здорово. Но не все хотят электромобиль. Люди хотят ездить далеко. Они не хотят платить Китаю или не хотят платить слишком много. Потому что электромобиль дороже. Илон Маск ненавидит, когда вы критикуете электромобили. Ну, я люблю Илона, и я должен вам это сказать. По этому поводу он меня поддержал. Он объявил, что дает мне $45 миллионов в месяц. И все же я против определенных электромобилей. Я люблю электромобили для людей, которые хотят их. Людей, которые не хотят ездить через всю страну. Людей, которые не хотят ездить на большие расстояния. Вам придется слишком часто останавливаться. Но если вы будете ездить туда-сюда или где-то близко, я думаю, у них отличное место. И вот что, удивительно с Илоном. И я продолжаю ждать. Он ни разу не сделал этого. Как вы знаете, он недавно поддержал меня. И я делал всю эту историю об электромобилях. И мандат на электромобиле. Еще один мандат на электромобиле. И я вам скажу, он никогда мне не звонил и не говорил мне, не могли бы вы не трогать электромобили. Потому что я думаю, что электромобили — это фантастика для определенных людей. Так что прямо сейчас вы продаете 6%, 7%. Они хотят, чтобы вы перешли на 100% электромобилей. И на днях я это видел. Они построили зарядные устройства, как бензоколонку. Правильно, где-то на Среднем Западе. Они построили 8 зарядных станций. Они стоят $9 миллиардов. И 2 из них не работают. Ладно, 9 миллиардов. Правильно, у этой страны недостаточно денег. Во всем мире недостаточно денег. У нас недостаточно денег. Даже подумайте об этом. Строительство зарядных станций обойдется в $5 триллионов, чтобы мы могли заряжать электромобили. И все же у нас под ногами больше жидкого золота, чем у любой страны в мире, включая Саудовскую Аравию и Россию. И мы начнем его использовать. И мы начнем выплачивать долги. И снижать налоги. И президент все время говорит о рабочих местах. Эффект рабочих мест, если вы перейдете на 100% электромобили, все, кто производит карбюраторы, трансмиссии, традиционные бензиновые автомобили останутся без работы. Если вы перейдете на 100% электромобилей, Пенсильвания, Мичиган станут экономическими пустошами. Особенно Мичиган. Еще одна причина, по которой важно избрать президента Трампа. Бури, детка. Бури. Бури, детка. Бури. Это такая простая фраза. Но это правда. Как вы сказали, у нас в основном неограниченные энергетические ресурсы. Мы просто должны позволить нашему собственному народу добывать их из земли. Прежде чем мы вас отпустим, есть несколько вопросов от фанатов. Очень быстро. Вы слышали диджея Дональда Трампа с его iPad? Пока нет. Я скажу, что мой самый любимый музыкальный клип November Rain группы Guns N' Roses. Когда я впервые сидел в его самолете, он включил November Rain группы Guns N' Roses. Так что это должно что-то значить, хоть и немного. Хорошо, Джей Ди Винс, что означает Джей Ди? Джеймс Дэвид. Вы знали это? Да. Большое спасибо вам, ребята. Спасибо.